Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале, особенно когда на дворе вот такая замечательная погода. Сегодня, кстати, сегодня 20 сентября 2024, и вроде бы как это последний день астрономического лета. И сегодня, как я и обещал, будет небольшой такой обзорчик, багажной системы, которую я использую, фирмы Криего. Багажные сумки. Расскажу о плюсах, о минусах, на мой взгляд, о достоинствах и недостатках. И постараемся ответить на главный вопрос. Все-таки, что лучше? Металлические кофры или текстильные сумки? Я вот все думал, как бы лучше так сделать, чтобы было такое компактное, без лишних слов, видео и понятное. Я тут набросал такую бумажку, там 4 главных пункта, которые я выделил, для того, чтобы сравнить кофры и сумки. Я не буду уходить далеко в прошлое и рассказывать о прошлом опыте на разных мотоциклах с разными, багажными системами. Я имею в виду кофры или сумки. Было и то, и другое. У меня, кстати, на канале есть видео, чисто теоретически, в начале этого года, весной, когда я купил вот эти сумки, я так немножко теоретически помыслил, почему, зачем, какая была главная причина перехода с кофр на сумки. Но сегодня мы возьмем последние 5 лет, Africa Twin, последние 5 лет. Скажу так, в 2018 году осенью я купил этот мотоцикл, новый, салона. У меня есть тоже видео, можете посмотреть, как это было. И, за зиму, осенью я прошел обкатку, а за зиму я купил кофры, я хотел кофры обязательно, купил, считаю, что самые лучшие кофры немецкой фирмы Touratech, самые такие продвинутые, очень удобные, очень практичные, и весной, получается, 2019 года я отправился уже в первое свое мотопутешествие на Africa Twin. И последующие 4 года я каждый год ездил в такое, относительно большое мотопутешествие. И в этом году я перешел на сумки и отправился в мотопутешествие уже с сумками, Поэтому я могу уже сравнить, и я хочу поделиться своим опытом и сравнить, что все-таки лучше для меня, было. Это кофры или сумки. Я хочу подчеркнуть главную такую вещь. Дело все в том, что я буду делиться своим собственным опытом, своим взглядом, своими предпочтениями. У вас они могут быть совершенно другие, и я считаю, что это даже хорошо. Но именно свои мысли, свои предпочтения я выскажу. Если они совпадут с вашими, хорошо. Если нет, то вы останетесь при своем. В любом случае, тема эта очень интересная. Я сам пересмотрел очень много видео. Все думал, все-таки, что лучше, что предпочесть. Первое. Внешность. Скажем так, эстетика. Как выглядит мотоцикл с кофрами. Опять же, повторюсь, это лично мой взгляд, это лично мое мнение. Для меня это важно, может быть, для кого-то это абсолютно не важно, важны практические вещи. Но допустим, внешний вид, это для меня имеет значение. Могу сказать, что кофры, они придают мотоциклу сразу такой вид путешественника. Даже если представьте, человек навесил кофры, какую-то сумку нахлобучил сзади и поехал в соседнюю деревню, просто соседнюю деревню. И вы видите проезжающий мотоцикл, и первая мысль, которая, по крайней мере, у меня рождается в голове, он отправился куда-то, наверное, вообще в кругосветное путешествие, И та же самая ситуация, если человек прилепил какие-то сумки, навесил так кривой, допустим, какие-то пакеты и поехал. Глянешь так, видать, может, куда-то на соседний кемпинг, в соседний городок, То есть внешний вид довольно так, играет большую роль. Немаловажен еще один момент, связанный с внешним видом, это возможность на кофры наклеивать наклейки, Опять же, это кому как, но, допустим, когда ты видишь мотоцикл
с кофрами, да, и он весь обклеен наклейками разных стран, разных каких-то, может быть, я не знаю, там, клубов, чего-то, каких-то других путешественников и так далее, так далее, так далее. Это как такая картина, так смотришь, то создается впечатление, вольно и невольно создается впечатление, что да, это вот попутешествовали эти кофры, да, и этот мотоциклист, этот мотоцикл много где побывал, да. С сумками такой вариант, увы, не проходит, да. Вот. Я помню, в 95-м году вот на Алтайской кругосветке нам раздали такие наклейки. Тогда наклейки вообще была редкость, да. И я вот наклеил на бак. Так я помню, я потом бак хотел перекрасить, и так было жалко сдирать эту наклейку. Я пытался там ее как-то сохранить, снять, но, в общем-то, не получилось. Поэтому наклейки тоже относятся к внешности, к внешнему виду. Очень здорово выглядят кофры, когда они обклеены наклейками. А следующий пункт, который я считаю очень важен, это, значит, вместимость, да. Вот я сейчас сравниваю вот 2 боковых сумки и 2 кофра боковых, да, и все. Возьмем только вот эти 2 варианта для сравнения. То получается, грубо говоря, 38 и 41, 38 литров и 41 литр, ну, округлим 80 литров. 2 кофра, 80 литров. Эти 2 сумки у меня, эти 2 сумки по 18 литров, да. Ну, округлим 40. То есть 80 и 40. Ровно в 2 раза меньше вместительность. Да, это все-таки, ну, как говорится, захотел что-то еще положить, и идем дальше. Это значит, как ее правильно назвать, организованность, да, организация. В общем, в кофры очень легко упаковывать все, и всегда это в такой доступности. Открыл крышку, у тебя вот это свободное пространство, и ты можешь там, в общем, все аккуратно упаковать, разместить, как-то там тяжелое вниз, там это вверх. Напротив, у сумок с этим делом, ну, проблема. Если там что-то тебе надо достать, нужно все вытаскивать и потом заново все это как бы стараться упаковать. В общем, ну, вот эта вот организация снаряжения, которое упаковано в кофрах, оно гораздо проще и легче это выполнить, да. Также немаловажно, я считаю, что очень даже важно, и это преимущество кофр, это то, что, допустим, тот же дрон, видеокамера или какая-то ценная вещь, да, ты можешь, положив в этот кофр, и не переживать за ее сохранность при падении, да. Там уронил мотоцикл или там небольшое легкое падение, в кофре она, конечно, более безопасно себя чувствует. В сумках, как вы видите, боковые сумки, вот, тем более был такой случай, уже у меня с этими сумками, ёкана-мана, стаканчик не выдержал. Ё-моё. Ё-моё, дырка. В общем, тут она пробороздила. Ну, тут вроде все выдержало. Вот этот угол. Ну да, тут, во-первых, вот это железо все сработало, да, получилось. Ну, главное, лямки не оторвались, ремни не оторвались. Дуга отработала. Все, не хвалят эти дуги родные, мягкие. Они на соленблоках. Поэтому все отработало как надо. Весь вес мотоцикла пришелся на эту точку. Ну и здесь тоже, да. Поэтому, если у вас сумки, то нужно очень хорошо подумать, где разместить вот такие вещи. Опять же, еще один плюс в пользу кофр, это то, что они закрываются. Закрываются под ключ. И такая создается защита от воров, да, будем так говорить. Например, в общем, часто бывает такая ситуация, ты там захотел зайти в какую-то закусочную или там магазин какой-то, поставил мотоцикл, да, вот у меня камера на руле, потом камера там вот GoPro на шлеме, чтобы шлем не таскать, ты его повесил на мотоцикл, но на нем камера, да, вот это желательно убрать просто с глаз, да, чтобы не вызывать какие-то, вот, навигатор, вот, я как делал, когда у меня кофры были, у меня всегда в кофрах есть место небольшое, я открывал, навигатор снимаю, оп,
камеру снимаю, хоп, вторую камеру снял, чик, закрыл ключом, все повесил и пошел. Все. И я уже знаю, что ну, никто не залезет в кофр. С сумками, да, опять же, ну, довольно сложно это сделать, потому что, ну, во-первых, место, во-вторых, надо расстегивать, все куда-то там заталкивать, опять закрывать. Ну, в общем, это все гораздо неудобно. Вот, поэтому я как выходил из этого, у меня была такая небольшая сумочка, я сюда кидал навигатор, там камеру засунул и пошел. Вот. Она у меня всегда была пустая, вот, только именно для этого. Вот. Ну, можно выйти из этого положения, но опять же, вот, преимущество кофра тут очевидно, да. Ну и также ночевки, закрыл кофры, пошел уже как бы туда, просто так уже не залезешь. Да, с сумками, вот, сумками немножко тут уже как бы больше проблем. Вот, поэтому, казалось бы, да, елки-палки, нафига тогда эти сумки нужны, да, в моем случае. Но, тем не менее, я перешел на сумки. И главной причиной была, это, конечно, вес. Это вес. Да, у меня есть видео на канале, где я взвешивал просто пустые кофры с багажником. У меня вышло, я сейчас что-то не помню, ну, грубо говоря, 16, по-моему, килограмм. Это только тара, да, только тара. Плюс берем, если мы берем объем кофр, да, в 2 раза больше по литражу, получается 80 литров против 40 сумок, то, естественно, ты берешь больше снаряжения. По-любому ты берешь больше снаряжения. Даже если допустить, что ты снаряжение возьмешь ровно столько же, да, 40 литров, и кофры у тебя будут полупустые, ну, можно такой вариант как бы рассматривать, но тем не менее, все равно сама тара вот этой багажной системы, она будет на 15 килограмм больше, да. Так как Africa Twin довольно тяжелый мотоцикл, и я езжу в путешествии один, то вот эти 15 килограмм, я так посчитал, что эти 15 килограмм, которые я сэкономлю, да, ну и плюс меньше багажа, то где-то я так прикинул 25 килограмм, минимум 25 килограмм, на 25 килограмм станет легче мой мотоцикл, то это даст мне возможность все-таки проехать по каким-то дорогам, по которым я бы с кофрами не рискнул поехать, да. Вот, именно, понимаете, получается как бы ситуация такая, что где-то в неудобном месте ты просто роняешь мотоцикл или там падаешь, ну, как правило, всегда падаешь там, где неудобно, да, трудно проехать, и там где-то оступился, где-то, и ты свалился с мотоциклом, и нужно его поднимать, то зачастую, может быть, вот эти 15 килограмм, 20 килограмм, да, они, как вот, знаете, в мультике «Ну, погоди», когда там этот волк, бабочка села ему там на эту штангу, и вот он уже все повалился. Вот эти 20-25 килограмм могут сыграть вот эту вот роль, понимаете, и тебе чуть-чуть не хватит усилий, чтобы поднять, и вот. А это, в свою очередь, влияет на то, что ты как бы стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть. И вот разворачиваешься и думаешь, елки-палки, вот, был бы полегче мотоцикл, я бы, конечно, это самое рискнул и поехал бы. Вот, поэтому вес, как я считал, что это самое вот, ну, самый важный аргумент для перехода, чтобы отказаться от кофр и перейти на сумки. Но, как оказалось, это далеко не самое важное, да, это важное, но не самое важное, да. Сейчас я объясню, почему. Вот я сегодня прям буквально нацепил для того, чтобы записать это видео. Я даже не знаю, что там. Вот тут палатка осталась, я ее не стал вытаскивать, да. Вот тут тоже я там что-то там кинул. Эти тоже практически пустые. Тут, кажется, компрессор лежит, и там тоже пустая сумка. Вот. Кстати, вот я тут немножко починил. Видите, как сделал? Ну, вот эту порванную часть сделал, шкуру отрезал. Ну, все-таки шкура будет как-то это самое держать. Я прям приклеил этим клеем. Вот, поэтому. Ну, а здесь я сделал для симметрии. Просто чисто так, чтобы было это самое симметрично. Ну, значит, какое же еще преимущество у сумок оказалось, помимо веса багажа, да? А это, друзья мои, управляемость мотоцикла. Управляемость мотоцикла, полностью экипированного вот снаряжением, она просто
ну не то, что она стала лучше, а я практически не заметил, что она, управляемость это стала хуже, да. То есть, когда цепляешь кофры, 1, 2, 3, все, выезжаешь с гаража, и ты чувствуешь, он у тебя такой вот, тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этому весу и так далее, и так далее. Я предполагал, что нацепил вот эти сумки, все упаковал полностью, да. Я выехал с гаража, я повернул, я так не понял. Думаю, что-то... Я был удивлен, то, что практически управляемость никак не изменилась. Да, я чувствовал вес, когда я там его по гаражу катал. Естественно, это, ну, вес мотоцикла ты чувствуешь, да. Вот, но на управляемость это практически не влияет. И я считаю, что это именно добивается тем, вот этой развесовкой. Так как сумки, видите, они практически за габариты, ну, выступают, конечно, но не так сильно, как кофры, да. И я предполагаю, что вот если взять это ось мотоцикла, то вот они выступают там вот за ось мотоцикла не так далеко, да. Кофры выступают дальше, и вес, да, грубо говоря, вот здесь вот кофр, да, начинается только здесь, и вот он сюда уходит, да, вот на этом расстоянии. И вот здесь находится вес. То есть ось мотоцикла тут, да, и вот получается от центра мотоцикла вот здесь вес, и с этой стороны тут. И получается вот такой вот эффект. Вот, даже если я так предположил, что если вес багажа будет точно такой же, но его вынести в стороны, раздвинуть, то это довольно сильно повлияет на управляемость мотоцикла. Здесь управляемость, ну, она сохраняется практически. Ты ее немножко чувствуешь, что, да, вес добавился, но она практически точно такая же, как на мотоцикле вот, без багажа. Это на самом деле меня очень сильно вдохновило, и я уже немножко осмелел и начал уже там проезжать и, по крайней мере, стараться проехать там, где я бы, может быть, с кофрами не рискнул, да. Вот. И на самом деле, ребята, это очень дорогого стоит, потому что оказалось, что я планировал уменьшить вес снаряжения, чтобы, заехав куда-то или уронив мотоцикл, у меня была возможность, больше было возможности его поднять. Ради этого я, значит, заморочился вот со всем этим переходом с кофра на сумки ради вот этих 25 килограмм, чтобы я смог поднять мотоцикл. Но, как оказалось, это сохранилось, да, эта ситуация все равно сохранилась. Но, как оказалось, еще это за счет развесовки и правильной упаковки вот этого багажа в сумке улучшилась управляемость. Кофры имеют преимущество относительно вот организации упакования, организации размещения снаряжения, да, вот, легкий доступ, удобно тебе доставать какие-то вещи, там, опять же, складывать, да, вот, но не все так плохо с сумками. На самом деле, вот, если немножко подойти так здесь творчески, то можно все организовать очень даже здорово, и на самом деле это можно организовать даже лучше, чем в кофрах. Вот. Например, что касается, допустим, ночевок в отеле, да. Хочу записать. Вот я, видите, да, собранный, а вот сумочка собранная. Вот. Все вещи, которые мне были необходимые, вот они в сумке. Я вчера заехал в гараж, сумку отстегнул, зашел в номер, все. Присел в кресло, и все, и у меня все есть. Мне не нужно ни спускаться, ни что-то там забыл это в кофре, там у меня там в другом лежало там, и так далее. Вот я сумку взял, у меня здесь все. Свежие вещи, которые нужно привести в порядок, там аппаратуру, которую нужно зарядить, там, и так далее, и так далее. Теперь я эту сумочку беру, вот, и пошел. Все, ключики отдал, на мотоцикл прицепил и фига. В общем, вот, все. Я беру сумку и пошел. Я решил сделать небольшой такой, ну, совсем маленький обзорчик по сумкам. Что я могу сказать по сумкам, да? Значит, ну вот, надо было чуть-чуть пораньше начать снимать. Здесь, короче, палатка у меня. Палатка, вот этот боден для палатки, пол для палатки, стул.
Здесь, значит, получается спальник, пенка, матрас, вот этот спальник, пенка, чехол, там компрессор, так, все. Короче, это вот для установки палатки, для кемпинга и так далее, так далее. Мне здесь, в принципе, повседневно ничего не нужно. Только когда я приезжаю, да, чтобы ставить палатку, я открываю эти сумки. Так они закрыты и все. Значит, тут вот этот экран не достает. Я здесь сделал, но он, короче, как бы не понадобился. Я его потом вообще сниму. Вот. Фиксируется это вот тут. Все видели. Вот, значит, тут у меня кухня. Тут все для кухни. Там горелка, кофеварка, все. Я, допустим, еду. И вот хорошее место. Я здесь остановился. Все, останавливаюсь, снимаю куртку, открываю только эту одну сумку, достаю отсюда все, да, и начинаю готовить. То есть это как бы для кухни. Еды там нет, естественно, но именно вот все для кухни. С этой стороны эту сумку я открывал в самом начале путешествия, больше я ее не трогал. Здесь спальник, не спальник, это дождевик. Дождевик, перчатки там. И камеры, запасные 2 камеры там внизу самом лежат. Все, эта сумка я практически не пользуюсь. Ну, если только дождь пойдет. Значит, дальше идем. Смотрите. Тут сверху сумка с моими личными вещами. Тут видеоаппаратура. Сейчас я закрою ее. Тоже очень мне понравилось, как это тут реализовано. Значит, эта сумка с личными вещами. Там все личные вещи, дрон и такой пакетик с едой. Там вот эти батончики, там колбаска иногда, там печенье, там туда-сюда. Вот эта сумка. Вот, я его так беру. Хоп, сюда. Нахлобучиваю. Вот она, да? Она крепится. Я здесь подумал, как ее лучше, удобнее закрепить. Сейчас вам покажу. Вот тут петли, вот эти петли, вот они прикручены уже к раме непосредственно, да. Вот одна петля, вот вторая. Но у меня есть план по переделке. Я чуть-чуть здесь зад надо переделать. Я здесь хочу такой, как он назвать-то его, бюгель такой сделать. Короче, отсюда вывести сюда, чтобы, допустим, здесь была ручка, чтобы я мог вот так вот взять мотоцикл, там подвинуть здесь вот, и сумка здесь будет лежать. И тогда вот эти петли я размещу где-то здесь, чуть-чуть подальше, чтобы она, ну, сейчас увидите, короче. Тут это все вот так, окей. Ставим. Вот эти ремни. Вот я вот здесь вот беру. Вот так вот они. В петлю вставляю в эту. Все, готово. Да, с этой стороны. Все, готово. Вот. То есть все, она закреплена. Да, я сейчас просто не подтягиваю. Вот. Здесь они отщелкиваются. Можно их здесь снять, отцепить, как угодно. Тут вторую часть крепления, вот эти, я цепляю вот за эти. Вот тут. Хоп. Одна сторона. И вторая. Вот. И, значит, натягиваю вот эти. Вот так. Просто беру раз. Все. И тут такие вот есть хомутики. Все идеально. Дело все в том, что тут вот еще одна петля есть. Честно говоря, задолбало меня это. Записывал, все наговорил вам, все вам показал. Смотрю, что-то она это не пишет нифига. Зависло все. И ни хрена ничего не записалось. Короче, я просто сейчас не хочу ничего это самое дублировать. Ну, короче, понятно, да? Вот оно все так вот устроено.
Еще раз, я не помню, где она, на каком месте зависла. Вот, здесь дрон и еда, остановился, открыл вот так, вытащил дрон, полетал, например, спрятал, поехал дальше. Или захотел покушать, там достал кухню с той сумки, все, вода кипит, открыл, здесь достал пакет с едой, поел, положил вот так и дальше. И самое, что еще удобное в этом плане, да, это вот удобно пользоваться так. Приехал в отель, я запарковался, мотоцикл поставил, ничего не отстегиваю, ни эту сумку, ни ту, ни ту. Я отстегиваю вот тут и вот тут. Хоп-хоп, 4 крючка снял, это секундное дело. Взял ее и пошел. То есть кофрами из одну сумку беру, потом другую с вещами, потом там тут и у меня обувь. Короче, ну, все. То есть, если мне надо в отеле остановиться в номере, я снимаю одну сумку, пошел, и мне не надо возвращаться больше, туда-сюда таскать. Также я в отеле эту сумку упаковал, принес, на мотоцикл поставил и поехал. То есть, в этом плане это еще гораздо удобнее даже, чем кофры, гораздо. Вот. Единственное, какой такой небольшой недостаток, это, ну, вот что-то открыть, да, вот так. Но когда ты уже, как бы, знаешь процесс, как и что, где нажимать, где откручивать, где подтягивать, то это довольно быстро все происходит. Поэтому самое главное — это развесовка, управляемость мотоцикла, вес. Еще там пару вещей лишних можно еще выкинуть. Поэтому вот это снаряженное состояние просто шик. Я очень доволен, и поэтому могу только рекомендовать. В отличие от сумок, допустим, вот это Mosca Moto, да, называется, или Mosca Moto, да, по-моему, они называются. Эти мне нравятся больше. Во-первых, ну, они как-то посимпатичнее выглядят. Ну, на мой взгляд, это дело моего вкуса. Вот. И ты, ё-моё. Да, спасибо. Так, да, они у тех сумок здесь вот эта вот база, она такая, мне кажется, жесткая, и она как-то пытается постоянно их расширить. Здесь они, конечно, да, имеют вот это хождение такое, но минимальный. То есть, как бы, все нормально здесь. Это вполне достаточно. Так что, и, на мой взгляд, выглядит просто бомбически. Вот. Как вам, да? Поэтому, друзья, как вы видите, что не все так печально, да? Все вот эти преимущества кофр, да, ну, за исключением, наверное, наклеек, да, наклейки некуда клеить. На мотоцикл я их клеить не хочу, вот. Ну, знаете, мне уже плевать на эти наклейки, на самом деле, вот. Кстати, вот эти сумочки, да, фирмы Криего, вот из-за этих вот 6 таких желтых точек смотрится очень даже здорово. И когда он упакован, полностью мотоцикл, да, он выглядит очень красиво. Да, и еще буквально сегодня я хотел записывать вот здесь, вот тут под горкой, да, вот, но потом решил, что, может, будут вот эти солнечные блики какие-то, думаю, поеду туда. И я обнаружил еще одно преимущество сумок, которое я как бы с которым я как бы не столкнулся. Я вот с того места до этого я повел его в руках, мотоцикл. Вот, ну, завел вот так вот, да, как вот это обычно бывает. И в руках его повел. И вы знаете, дело в том, что вот тут ты когда идешь, вот, да, вот так идешь, ты можешь спокойно идти, если даже у тебя нога там ударяется в эту сумку, там как-то где-то, да, я имею в виду, если там будешь идти в каком-то там, может быть, его в руках пытаешься провести между камней, там и еще что-то где-то, да, тебе очень удобно. Во-первых, ты стоишь вот, видите, ты стоишь вот так, близко к мотоциклу, держишь его бедром, да, чтобы он там не завалился, вот, и здесь, получается, вот ты стоишь, вот тут, все. И здесь упираешься, и вот, и самое главное, ноги, да, вот ноги,
у тебя вот этой голенью ты не бьешься о кофр, который здесь вот всегда торчит. Я с кофрами тоже пытался там вести, но ты вот так вот как бы хромаешь на одной ноге, потому что он мешает, и, короче, об этот кофр ты упираешься об алюминиевой голенью. Здесь, видите, они сидят, получается, выше, и здесь вот нога у тебя спокойно может перемещаться, и ты можешь проталкивать мотоцикл. Я отсюда вот пошел и сразу это заметил. Елки, прям легко так. И сюда его закатил. Так что замечательно. Я очень доволен, надо сказать, я очень доволен тем, что я перешел на эти сумки. И назад кофром я пока даже не планирую и не собираюсь. И я рад, что я от них отказался. Вот. Хотя, конечно, да, кофры Туратех были замечательные, там топорик у меня был прикручен, и все было здорово, и выглядело это там. Вот, но считаю, что в этом варианте все гораздо лучше. Вот, да, и еще один маленький такой нюансик. Ну, понятно, что это не мешает кофрам, да, я имею в виду вот эти боковые сумки, которые здесь размещены, они хорошо защищают от ветра и дождя. Вот и легкий дождь идет, и, соответственно, они увеличивают вот этот поток, отводя его в сторону, да, и ты там сидишь вообще практически сухой. Вот, конечно, да, что ты можешь их разместить, имея кофры сзади. Но, тем не менее, это смотрится очень гармонично, да. Смотрите, я считаю, что смотрится очень даже круто. Вот, пожалуй, все. Вроде бы ничего я не забыл. Вот, что еще? Да, как оно здесь устроено. Здесь оригинальные дуги, да. Вот эти, все здесь завязано. Все плотненько затягиваешь, и они очень здорово здесь висят. Тут я разместил вот такие застежки, да, вот видите, вторая застежка на бутылке. Сюда подключаешь вот этот второй конец, и здесь у меня висит бутылка воды, да, и здесь резинка. Вот резинка сюда, я вот еще хочу их просто сделать тоже на застежках, такие резинки. Она сюда повисла, резинка ее пристегнула, и вот она тут вот. Очень удобно. И с той стороны точно так же. Вот так вот щелк, отстегнул, и хоп, из резинки вывернул, попил, опять сюда в резинку ее бутылку вставил, пристегнул и поехал дальше. Просто замечательно, да? Это замечательно. Значит, как размещена вот эта база, да? Ну, да, тут потребовалось немножко доработать, я имею в виду Африку, да, я сделал вот такую штуку. Вот сейчас, смотрите, вот здесь вот, да, так вот, просто вот, и вот она снимается, все, вот сюда, хоп, и вот так вот. Затягивается одна сторона, это затягивается вторая. Она, видите, как тут все четко, именно в правильном месте установлены вот эти кронштейн. Я сделал здесь квадрат обычный, да, прикрутил на место вот этого багажника. Вот, и все. Вот тут я взял это от Yamaha, такие вот эти скобки. Да. Именно для Криеги, да, для этих сумок Yamaha XT 700, да, вот эти, ну, здесь можно это любые такие петли можно сделать. Я просто взял алюминиевые, они легенькие. Здесь я оставил, вот это тоже у меня был вариант сюда и сюда разместить такой ремень, да, ремнем подтягивать. Ну вот так оно выглядит тоже очень-то неплохо. Эти я на всякий случай оставил, вот, поэтому вот так здесь. Снимается тоже, сами понимаете, вот эти вот ослабил, эти скинул, там отстегнул, и полностью ты снимаешь вот эти штаны. Вот здесь, да, вот сейчас они, ну, понятно, что сумка полупустая, она тут обвисла. Если ее наполнить, она вот так чуть-чуть поднимется. И когда здесь стоит 30-литровая сумка, то вот эти вот, видите, петли здесь. Вот одна петля, вторая. Но я беру вот эту за ремень, чтобы вот этот ремень. И
сумку размещаю, то есть сумка у меня зацепляется вот именно за вот это, вот за этот ремень. А здесь вот еще есть петля, вот она, видите? Эта петля прикручена вот здесь, вот там болтик. Эта петля прикручена к мотоциклу, к раме. И здесь. То есть вот эта сумка 30-литровая, здесь она цепляется очень жестко, да, притягивается к раме. А здесь она цепляется вот за эти. Тем самым она подтягивает немножко вот эти сумки. Вот эту сумку. И создается такая вот система. Она прижата. И все. И я еще сделал такие резинки. Вот так обвожу вокруг этой сумки и вывожу их вот сюда вот. Или вот сюда. Я сейчас уже забыл где-то. Но это для того, чтобы ее постоянно резинки подтягивали вот назад. Да, чтобы она вперед не ехала. Потому что где-то если на спуск едешь, вот так вот. И я заметил, она раз вот сюда немножечко вот так вот сдвигается и как бы упирается тебе, ты ее так отодвигаешь. И потом я резинки сюда сделал, и ее постоянно поддерживает вот в этом состоянии. Вот, поэтому все замечательно. Ну что, я заканчиваю свое видео. Я очень надеюсь, что оно было для вас полезным. И отвечая на вопрос все-таки, что лучше, кофры или сумки, я думаю, что пускай на этот вопрос каждый ответит сам, да. Но если вы спросите меня, мое мнение, то я могу сказать однозначно, как вы уже, наверное, поняли, что для меня, для моих задач, для моих вот путешествий сумки однозначно лучше, предпочтительнее, чем кофры. Несмотря на все достоинства кофр, да, но для меня сумки гораздо лучше. И последнее вот это мое мотопутешествие, следы допотопной истории, этому подтверждение. С первого дня и до последнего дня я ни разу не пожалел, что я продал свои кофры и купил вот эти сумки. Друзья, чуть не забыл, значит, следующее видео выйдет про смазчик цепи. Да, ну я его, так сказать, старое видео переписал заново. И вот, а после я планирую записать видео, сделать такое, ну как бы сделать видео или такую историю нашего историю о нашей жизни с мотоциклом, с Атикой, да. То есть получается на данный момент вот сегодня, да, ровно 6 лет, как мы вместе путешествуем. И наверное, есть что сказать. Я постараюсь так подвести какие-то итоги, как и что. И вот запишу такое небольшое видео тоже, где я поделюсь с вами своими впечатлениями, эмоциями, достоинствами и, возможно, недостатками. Желаю всем счастья, удачи, любви, благополучия и всего самого хорошего. Увидимся. Как говорил мой друг, дороги имеют свойство пересекаться, так что, возможно, где-то и пересечемся. Пока.